Приветствуем всех любознательных и влюбленных в археологию. Меня зовут Оксана Суслова. Здравствуйте! Первая наша новость о находках в Египте. Помимо любопытнейших саркофагов, найденных в 2020 году, очень заинтересовало ученых одно сооружение, обнаруженное около пирамиды фараона Тети, правившего 4200 лет назад. Археологи раскопали погребальный храм царицы Нейт и его супруги. Обнаружение такого памятника – большая удача, но то, что было внутри, также способно, наравне с уже обнаруженными ранее находками, переписать историю Саккары и Нового царства. Как заверяет руководивший работой археолог Захи Хавас. Внутри погребального храма были обнаружены статуэтки и маски, а также древнейшие игры. Напомним, что самой древней игрой считается сонет. Некоторые специалисты уверяют, что, возможно, она является самой первой настольной игрой в истории человечества. С созданием этой игры связана одна легенда. Считается, что ее придумал бог знаний Тот, для того, чтобы выиграть у божества Луны Хансу несколько лишних дней для богини Нут, так как она не могла родить детей ни в один из 360 дней. Бог Тот выиграл 5 суток, после чего в солнечном году стало 365 дней, а в лунном 355. Люди же получили новую игру и лишних 5 дней в календаре. Также к первым настольным играм относится царская игра Ура. Ур – древнейший город Месопотамии. Эта игра была придумана где-то 2600 лет до нашей эры. А вот первая игра шахматного типа Чатуранга появилась в Индии только в V веке нашей эры. Но вернемся в Египет. Большой радостью для египетских археологов также стало возвращение древнейшей реликвии – кусочка деревянного 5000-летнего пазла из Великой пирамиды в Гизе, она же пирамида Хеопса. Сокровища нашли в коробке из-под сигар в Шотландии. При этом оказалось, что реликвия старше, чем предполагали ученые, и относится к периоду правления фараона Хуфу. Вторая наша новость про уникальные находки в Крыму. Сделаны они были в Сарматском некрополе на холме Кильдере, обнаруженном при строительстве 8-го участка трассы Таврида. Захоронения датируются 2-4 веками нашей эры и относятся к позднескифскому периоду. В основном могилы были найдены керамика, выполненная в особой технике, стеклянные сосуды, украшения и монеты. Всего более 1000 предметов. Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, руководитель экспедиции Олег Шаров, отмечает, что это место уникальное, потому что здесь максимальное скопление погребений находится прямо на вершине. Ни в одном могильнике Крыма нет такого количества надгробий. Это говорит о том, что место статусное. Здесь старались похоронить, чтобы увековечить этих людей. Однако нетронутыми оказались лишь 14 из почти 300 могил. Захоронения вскрывали черные копатели. Некрополь оказался разграблен на 90%. Впрочем, охотников за сокровищами не заинтересовало стекло, керамика и камни, в отличие от профессиональных археологов. Совершенно другое отношение к древностям продемонстрировали местные жители полуострова Урла-Чешме в Турции. Они принимали участие в раскопках археологов, также помогали в охране руин древних поселений от вандалов и черных копателей. На этом полуострове на площади 1600 квадратных метров представлены разные эпохи, настоящий рай для археолога, где обнаружены свидетельства обширной древней социально-экономической структуры. Найдено 35 поселений каменного века, 16 из них относятся к периоду позднего неолита, как сообщает Элиф Капарал из университета Мимар Синан. Во время исследований поверхности мы также обнаружили храм богини любви и красоты, датируемый VI веком до нашей эры. Тогда был распространен культ Афродиты. Это захватывающее и впечатляющее открытие, добавляет руководитель раскопок. На этом пока все. Ждите еще больше новостей и делитесь своими. До встречи!